Союзники Путина вступили в войну. Удар по Украине нанесен. Официальное заявление. Открытие нового фронта. Зеленский бьет тревогу. Потери признаны. Уничтожены 200 объектов. Громкое заявление. Под ударом один из главных логистических коридоров Украины. Путин заявил о победе. Заявление о конце операции. Когда? Срочный призыв покинуть страну. Россиян призвали забирать детей, активы и эвакуироваться. Украина готовит осеннюю операцию. Детали. Россия ударила новым оружием. Войска развернули целую линейку нового комплекса. Заявление о поражении целей. В чем суть? Столкновение Трампа и Путина. Новая тактика Киева и откуда Иран готов запустить баллистику по Украине. Мобилизация в России и Украине. Скольких готовы призвать и тяжелые баталии. Супруга Пескова рвется в ЕС. Навка потратила более 100 тысяч евро на суды с Евросоюзом и готова идти до конца. Чего хочет от Брюсселя? Озвучены цели. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко», 28 июля на календаре. Давайте начнем. Спецоперация в Украине. Громкий арест тех, кто отправлял пожертвования иностранных доноров к себе в карманы. На кону десятки миллионов гривен, фактически $1 миллион. Задержаны топ-чиновники украинского МИД. Антикоррупционные ведомства заявили о раскрытии схемы, в которой бывший госсекретарь МИД Украины и его сообщники присвоили почти 40 миллионов гривен. Это даже более $1 миллиона по курсу на март 2022 года. Эти деньги в качестве помощи Украине отправляли иностранные организации. По данным следствия, чиновник убеждал международных партнеров и сотрудников дипучреждений переводить деньги на счет подконтрольной общественной организации. Эти средства имели статус целевых денег специального фонда МИД, однако затем их выводили через связанные компании и предпринимателей, после чего обналичивали и использовали для личного обогащения. Следствие утверждает, что участники схемы создавали фиктивные документы и грантовые соглашения для видимости законной деятельности. Также среди подозреваемых экс-руководитель аппарата госсекретаря МИД, советник бывшего министра иностранных дел и бухгалтер общественной организации. Уничтожены 200 объектов. Громкое заявление. Один из главных логистических коридоров Украины, соединяющий прифронтовую Харьковскую область с центральными регионами Украины и Киевом, остался без АЗС. Россия уничтожила все автозаправки на трассе Харьков-Полтава. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик. Также, по словам депутата, на днях Россия нанесла удар по последней работающей АЗС в городе Валки. Местные власти призвали водителей, которые ездят по этой трассе, заправляться бензином с запасом, поскольку на автомагистрали такой возможности не будет. При этом топливного кризиса в регионе нет, уверяют в Харьковском облсовете. Более 200 заправок было уничтожено в Украине, из них более 80 на сегодняшний день это город Харьков и Харьковская область. Но кризиса нет, мы живем стабильно, ни топливного, ни продовольственного кризиса нет. При этом глава Харьковской обладминистрации Синегубов опровергает информацию об уничтожении абсолютно всех АЗС на трассе Харьков-Полтава. По дороге можно заправиться, говорит Синегубов. Местные власти уже приняли меры по защите АЗС, и они работают. Призыв покинуть Россию и спасти свои активы. Объекты в Москве будут поражены баллистикой, а Wildberries и Озон будут добиты. Россия должна развалиться, а Украина вернуть свои территории и выйти на границы 1991 года. Все эти заявления сделал совладелец оборонной компании Firepoint Штиллерман, который отвечает за производство дронов и ракет «Фламинго», которые уже били по территории РФ, призвал россиян эвакуироваться. Москву ждет горячая осень, говорит Штиллерман. По его словам, уже через несколько месяцев Украина намерена применить собственные баллистические ракеты по ключевым и наиболее значимым объектам на территории РФ, в том числе в московском регионе. Штиллерман считает жизненно важным продолжать атаки по нефтеобъектам России и крупнейшим маркетплейсам страны. Суть такова. Паралич Wildberries и Озон повлияют на поставки для ВС РФ, обрушит десятки тысяч бизнесов, а также нанесет удар по банковской системе РФ, в первую очередь по ВТБ, выдавшему маркетплейсам кредиты.
Если у вас есть любая возможность, забирайте детей и уезжайте. В вашей стране будет беда, и с каждым днем будет только хуже и хуже. Лучше уже не будет никогда. Сейчас есть шанс. Собирайте вещи и уезжайте. Да, первые 5 лет будет тяжело, но если вы там останетесь, власть придет за вашими деньгами. Сколько раз уже Россия забирала деньги у своих граждан. Штиллерман также считает, что Россия уже бросила Крым, а его деоккупация является обязательным условием окончания боевых действий. Он также говорит, что война не сможет завершиться без полного восстановления границ Украины 1991 года. Рассуждая о будущем России, он привел еще 2 резонансные формулировки. Россия как страна не имеет права на существование, поскольку это империя, и Россия, конечно же, развалится, связав такой сценарий с дальнейшим усилением военного и финансового давления. При этом Штиллерман предостерег от шапкозакидательских настроений и призвал трезво оценивать возможности России, заявив, опять же далее цитата, «Недооценивать Россию нельзя, но переоценивать ее практически так же опасно». Россия ударила новым оружием. В Москве заявляют о развертывании целой линейки нового комплекса. Министр промышленности и торговли РФ Алиханов уверяет, что российское небо теперь под защитой лазеров. Комплекс такого оружия уже работает и показал свой результат, уверяет министр. По словам Алиханова, лазеры бьют по украинским БПЛА и уже дают результат. Как итог, экономят российский бюджет, ведь не надо тратить большое количество средств на зенитные комплексы, лишь на электричество. При этом на вопрос «Комсомольской правды» о том, надежно ли защищены российские производства от атак ВСУ, Алиханов не ответил, но уточнил, что проблема острая. Также он не рассказал, какой город или объект прикрыт лазерными установками. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти 6 десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом, а это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того. Издание «Коммерсант» при этом пишет, что испытывать лазерные системы в России начали прошлым летом. Теперь же комплексы полноценно развернуты. В то же время, несмотря на заявления, Россия ликвидирует последствия последних украинских ударов. Они пришлись по нескольким регионам РФ. Генштаб ВСУ заявил, что накануне устроил масштабную атаку по Ростову. Там целью был экспортный терминал. Кроме того, дроны ударили по югу и по объектам, которые используют ВС РФ на территориях неподконтрольных Киеву. Власти Ростовской области заявляют о ликвидации последствий, введении режима ЧС в месте прилетов и заявляется о 5 погибших. Союзники России нанесли удар по Украине. Заявление об угрозе открытия нового фронта. Иран и КНДР вступили в войну против Киева. Официально об этом в интервью британскому Sky News заявил Зеленский, который сейчас находится с визитом у нового премьер-министра Великобритании. По словам Зеленского, Киеву необходимо действовать крайне осторожно и сделать все, чтобы не допустить открытия нового и еще более масштабного фронта и расширения войны. Он задается вопросом, далее цитата, «Разве они не атаковали нас?» Я считаю, что да, назвав иранцев и северокорейцев непосредственными участниками войны против Киева. Он также считает, что действия КНДР и Ирана создают угрозу уже не только Украине, но и США, Азии и всему западному миру. Послушайте. Мы должны быть осторожными. Мы должны сделать все, чтобы ни в коем случае не открыть новый фронт. Но нужно быть честными. Иранцы и северокорейцы уже атаковали нас. Я надеюсь, что они не будут усиливать эти атаки. Но мы должны быть готовы ко всему. Просто быть готовыми. И понимать, что верить этим людям нельзя. Потому что в самом начале, без всяких причин или эскалации с нашей стороны, иранцы предоставили оружие. Северокорейцы предоставили оружие. Дроны, ракеты, артиллерийские снаряды. В Киеве также отреагировали на предупреждение из Ирана. Тегеран, как вы помните, назвал Украину потенциальной мишенью, обвинив в ударе по судну Ирана в Каспийском море и заявив, что иранская баллистика с легкостью долетит до украинской земли. Угрозы Ирана ничем не оправданы и беспочвенны. Тегеранский режим является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, от которого с 22 года погибают украинцы.
Иран располагает несколькими типами баллистических ракет средней дальности, которые могут стартовать с его северных районов. Наибольшую угрозу представляет Хорем-Шехр с дальностью до 4000 километров с кассетной боевой частью, которая может разделяться на десятки суббоеприпасов и накрывать значительную площадь, усложняя работу противоракетной обороны. Об этом пишет издание Defense Express, уточняя, что для перехвата таких целей Украине потребовались бы системы уровня TED, Arrow 2 или Arrow 3, поскольку возможностей Patriot может оказаться недостаточно. В то же время украинский удар по иранскому судну – это сигнал Киева Трампу. Зеленский пытается столкнуть Трампа с Кремлем. Об этом пишет The Telegraph. По данным издания, корабль перевозил военные грузы между Россией и Ираном, и украинская сторона рассчитывает доказать, что Москва фактически помогает Тегерану и наоборот. Цитирую. Несмотря на предполагаемую поддержку Ирана со стороны России, Дональд Трамп по-прежнему избегает прямой критики Владимира Путина. Кроме того, считается, что возможный объем американской помощи Украине ограничен нежеланием значительной части сторонников МАГА вовлекаться в зарубежные войны. Удар по иранскому грузовому судну можно рассматривать как попытку показать американским консерваторам, почему им стоит поддержать Украину. Путин заявил о победе и заговорил о конце операции, а его призвали наступать смелее. Громкое заявление прозвучало на встрече с депутатами Госдумы РФ, которых Путин благодарил за поддержку армии, оборонной промышленности и военной политики Кремля. По словам Путина, Россия продолжит воевать, пока российская сторона не добьется своих целей. Происходящее сейчас он назвал одним из решающих и судьбоносных этапов в истории страны. При этом Путин заявил, что Москва не намерена резко ускорять наступление, несмотря на такие призывы к нему со стороны депутатов. Одновременно Путин вновь обвинил Запад в попытках разрушить Россию санкциями и экономическим давлением. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России. Но больше заявлений о победе России прозвучало из уст нардепов. Те неоднократно использовали в своих заявлениях это слово накануне, а заседание Госдумы закончилось и вовсе так. Партий много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа! Мобилизация 500 тысяч человек не будет, а Зеленский перебрал. Москва и Киев сталкиваются в противостоянии. Киев уверяет, после выборов в Госдуму Россия перейдет к жесткой мобилизации, а в Москве снова успокаивают россиян. Глава комитета Госдумы по обороне Картополов заявил, что новой волны мобилизации в России не планируется, а слухи о ее подготовке, по его словам, распространяет Зеленский. При этом Картополов уже попал под каток критики. Ему вспомнили его же слова в 2022 году. Тогда, за день до объявления Путиным частичной мобилизации в РФ, он также уверял, что таких планов нет, и все опасения называл безосновательными. Напомню, Зеленский в последние недели активно говорит, что Кремль может объявить новую мобилизацию после выборов в Госдуму, то есть уже в конце сентября. На Банковой считает, что в армию РФ призовут от 300 до 500 тысяч человек для отправки на фронт в Украину. При этом в Киеве также намекают, что если Россия пойдет на такой шаг, то и в Украине придется искать активно тех, кого необходимо призвать. Украина должна забыть о Бандере. Ради вступления в ЕС туда с такими героями дорога закрыта. Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он уверяет, Киев может столкнуться с серьезными препятствиями на пути в Евросоюз из-за исторических споров и не станет членом ЕС, если будет идти в него под знаменем Бандеры, подчеркнул польский министр. По его словам, для сближения двух стран Киев должен признать события на Волыни геноцидом поляков, обеспечить уважение памяти погибших и пройти путь к прощению. В польском правительстве открыто заявляют, что заявлениям о быстром вступлении пришел конец, переговоры растянутся на годы, а прежние обещания ускоренного членства оставлены в прошлом. Более того, в Варшаве усомнились в искренности самих украинских элит, задавшись вопросом, хотят ли они вообще жить по строгим законам Евросоюза или им просто удобно бесконтрольно пользоваться европейскими благами в серой зоне.
С Бандерой на знаменах Украина в Европейский Союз не войдет. Хорваты, если бы они глорифицировали Усташи, тоже не вошли бы в Евросоюз. В Федеративной Республике Германия сегодня не прославляют военачальников Второй мировой войны, даже тех, кто был просто солдатом, а не преступником. Во Франции маршалу Петену сегодня не ставят памятников, так что это очевидная вещь. Европейское сообщество не строится на истории, которая враждебна этому сообществу. Тюрьма, лишение гражданства и депортация. Германия готовится к радикальному пересмотру законов о безопасности. После недавнего теракта в Берлине глава ХСС, который занимает пост премьера Баварии, Маркус Зёдер, призвал полностью пересмотреть правила для лиц, признанных потенциально опасными. По его словам, Берлин должен существенно затянуть петлю в отношении исламистов и экстремистов, представляющих угрозу государству. Политик предложил сделать реальное тюремное заключение правилом, а условные сроки исключением для таких лиц. Также он призвал обсудить отказ от применения ювенального уголовного права к опасным экстремистам и возможность дополнительных ограничений, включая лишение водительских прав. Но самым резонансным стало заявление Зюдера касательно двойного гражданства, немецкого и страны происхождения, у людей, которых ФРГ обозначают как «гефердер», то есть потенциально опасных. Гражданство Германии могут аннулировать. Семья спикера Путина поставила ЕС на счетчик. Жена Пескова, российская фигуристка Татьяна Навка, подала иск в общий суд ЕС и требует, чтобы Брюссель вычеркнул ее из черного санкционного списка. Об этом говорится на сайте официального журнала ЕС. Помимо снятия ограничений, Навка настаивает, чтобы Евросоюз оплатил ей расходы на юристов, а это почти 135 тысяч евро. И самое главное, выплатил компенсацию за, как она считает, нанесенный моральный ущерб в размере почти 2 миллиона евро. Но и это еще не все. В своем иске Навка просит начислять по 1000 евро за каждый день, а также проценты, пока спор не будет урегулирован. Навка заявляет, что ЕС не смог доказать основания для сохранения санкций, проигнорировал ее возражения и нарушил ее права, включая право на достоинство и семейную жизнь. Напомню, Евросоюз ввел санкции против Навки еще в 2022 году, указав причины, что она является супругой пресс-секретаря Путина и владеет компаниями и недвижимостью, в том числе в аннексированном Крыму. Ограничения предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и финансовые санкции. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Напомню, мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на этот канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на нашем канале «Время Предко».